Всем привет! Это вторая часть из серии видео о том, как сделать педали для симрейсинга своими руками. В предыдущем видео мы с вами собирали основание педали, а в этом видео мы соберем движущуюся часть, или как ее по-другому назвать, маятник что ли. Для этого нам понадобится вал диаметром 5 мм. Такой вал я достал из какого-то картриджа для лазерного принтера. На каждую педаль потребуется около 13 сантиметров такого вала. Также понадобятся пластины 240 на 40, но я взял пластины от старых педалей. Еще понадобится фольга из цветного металла. Мне удалось найти только медную, толщиной 1/10 мм. Дюбель 8 на 40, 2 штуки. И какой-нибудь шланг диаметром около 5 мм. Для начала на этом валике нужно нарезать резьбу М5. Длина этой резьбы около 8 мм. После того, как нарезали, отпиливаем ось нужной длины. Спил нужно обработать и желательно в форме конуса. Чтобы заготовка не прокручивалась, ее можно обернуть мелкой наждачной бумагой. Нарезаем резьбу на втором конце оси. Резьба должна начинаться за вот этими кромками. В моем случае расстояние до этих кромок получилось 64,5 мм. А это, скажем так, универсальные размеры этой оси. Таким же образом надо будет сделать еще одну ось направляйки. Но каких размеров, расскажу немного позднее. А теперь можно изготовить пластины педалей. Чем длиннее будут эти пластины, тем больше будет ход педалей. Но тем больше понадобится места для их установки. Все отверстия в этой пластине нужно рассверлить до 5 мм, а то отверстие, в котором будет ось, до диаметра 5,2 мм. После этих пластин можно изготовить ограничители хода. Во время примерки деталей на оси образовались задиры. Из-за этого было принято решение сделать подшипник скольжения. Такие подшипники очень часто используются в кулерах компьютерной техники, в
двигателях бытовой техники, а также двигателях внутреннего сгорания в виде вкладышей и полуколец. Для изготовления такого подшипника отрезаем полоску медной фольги нужной ширины. Зная диаметр, знаем и радиус, забиваем его в онлайн-калькулятор и получаем периметр отверстия. После этого отрезаем полоску нужной длины, изгибаем ее в форме круга. И вставляем ее в отверстие, где будет установлена ось. А затем выравниваем эту полоску по диаметру отверстия, сначала винтом М5, а потом осью диаметром 5 мм. После того, как полоска выровнена по отверстию, ее нужно развальцевать. Для развальцовки я использовал потайной винт М5. После того, как одна сторона развальцована, ее нужно поджать. Для этого я использовал ограничители хода. Во время поджатия одной стороны развальцовывается вторая сторона. А после этого втулка выравнивается двумя ограничителями хода. Втулку подшипника можно считать готовой. Теперь ее нужно смазать маслом, вставить ось и притереть. Такие же действия нужно выполнить со второй пластиной. В итоге получаются вот такие подшипники скольжения. Дополнительно в пластинах я просверлил вот эти отверстия. Они понадобятся для того, чтобы более плавно регулировать жесткость нажатия педали. Для начала сборки этого узла нам понадобится винт М5х40 3 штуки, винт М5х45 2 штуки. Но мне таких найти не удалось, поэтому я буду использовать М5х50. Шайбы М5 20 штук, гроверы М5 4 штуки, гайки М5 4 штуки и гайки М5 с фиксатором 11 штук. Для начала наживуливаем винты и гайки. Второй ряд гаек нужно накрутить обратной стороной, но перед этим нужно продавить резьбу в капроновом фиксаторе. Таким образом, нужно накрутить все 3 гайки.
На этом шаге нужно установить ось на свое место. Если этого не сделать, то есть вероятность, что ось потом не установится, так как перекос даже в 1 мм играет большую роль. Большая часть конструкции уже собрана. И теперь сюда можно установить винт ограничителя хода. Для этого нам понадобится винт М5/45, но у меня М5/50, 4 М5 шайбы, 2 М5 гровера, 2 обычных гайки М5 и 1 гайка М5 с фиксатором. А также понадобится нарезать шланг отрезками по 6 мм. Такими отрезками его будет легче одевать, чем сплошным куском. Он нужен для того, чтобы при резком нажатии на педаль не было звонкого металлического звука.
А теперь можно приступить к установке этого маятника на основание педали. Для этого понадобится от дюбелей 8х40 отрезать небольшие трубочки. Длину этих трубочек можно высчитать, зная вот эти расстояния. Заодно можно высчитать размеры оси направляйки. На этом шаге сборки нам также понадобится 4 М5 шайбы и 2 М5 гайки с фиксатором. После установки этой детали нужно смазать подшипники. На этом шаге у нас получился вот такой несложный механизм. Изготовление остальных деталей смотрите в следующих видео. Спасибо за просмотр.